предсказать жизненный путь человека почти всегда невозможно, хотя порой разнообразные условия и обстоятельства в силах наметить эту дорогу пунктиром. Потому нет ничего удивительного, когда в семье двух художников появляется на свет еще один. И в не таком уж далеком 1978 году родился Якуб Дворский в небольшом, но примечательном чешском городке Брно, особенная магия которого своей густой архитектурой и завораживающей природой несомненно оставила след в душе впечатлительного ребенка. Кроме того, развитие созидательной и внимательной к деталям натуры пришлось на период становления видеоигр, когда формат простого развлечения только-только переходил границу, отличающую забаву от искусства. На тот момент никто, даже сам Дворский, не мог подумать, что в будущем в своих работах он будет выдавать нечто большее, чем просто развлечение на вечер. Детство Якуба прошло за сотни книг научной фантастики и любимым произведением Толкиена, а также в зеленых лесах, окружавших дачу его семьи за городом. Он очень любил рисовать и придумывать свои истории и миры. Были даже попытки создавать комиксы, но не простые, а с элементами игровой механики, в которых, чтобы продолжить чтение, нужно было решить загадки. А вот с видеоиграми Якуб впервые познакомился за компьютером своего старшего брата. То был Atari 800XE, подаривший множество бессонных ночей в 8-битных мирах. И уже на тот момент Якуб был увлечен небольшой черно-белой программой Design Master, которую он использовал, чтобы воплощать свои художественные идеи на компьютере. После поступления Якуба в среднюю школу в 1993 году в доме появляется первый в его жизни персональный компьютер – 386. Вместе с отцом они постоянно проводят время за рисованием различных цифровых картинок, а с друзьями он играет в десятки игр. И вот в 1994 году Якубу поступило предложение от его знакомого присоединиться к небольшой команде программистов-художников из разных лицеев города Брно. Компания школьных друзей стала именовать себя NoSense, после чего начала работу над проектом под названием Dragon History, классическим point-and-click приключением о похождениях маленького дракона, который ищет своего пропавшего отца. Якуб работал с анимацией, на что у него ушло около 4 месяцев. Что примечательно, это была первая игра в Чехии с чешской озвучкой. Через год Дворский с сотоварищами из NoSense выпустили игру про катапульту с не слишком замысловатым названием Catapult. При ее создании он выступал в роли художника, аниматора и отчасти идейного вдохновителя. Ничего особенного в игре не было, катапульты до битвы между ними. Все это подавалось в приятной графической оболочке, на тот момент еще не блиставшей каким-либо фирменным почерком. В 1997 году идейный основатель NoSense покинул свой пост, и под логотипом студии подошла очередь к выходу личного проекта Якуба Dungeon Crawler RPG Asmodeus. Якуб отвечал в нем практически за все. Локации, анимация, персонажи и диалоги. Да и игровой мир был тоже на нем. Разрабатывалась игра не спеша, с 1993 года, и в самом начале планировалось всего лишь как небольшое текстовое приключение для друзей и родственников. Кроме Якуба, над ней работали два его лучших друга – программист Марек Флориан и звукорежиссер Томаш Дворжик. К слову, Томаш в это время не выпускал из рук диктофон и постоянно что-то записывал. У него были тысячи звуковых файлов в личной коллекции. И да, он станет неотъемлемой частью студии Amanita Design, но об этом позже. Asmodeus вышла неплохим па в череде первых шагов и была знаковым творением в становлении Якуба как одного из идеалов будущей игровой инди-индустрии. Но не стоит забывать, что костяком команды были обычные подростки, которым еще только предстояло получить профессиональное образование. А учеба – это почти всегда отсутствие времени. Потому разлетевшиеся по учебным заведениям сотрудники NoSense своей тягой к знаниям лишь поспособствовали скоропостижной кончине их маленькой компании, которая просуществовала всего лишь 3 года. После релиза игры Asmodeus Якуб заканчивает среднюю школу и поступает в Академию искусства архитектуры и дизайна в Праге на кафедру графического дизайна и визуальных средств коммуникации, где начинает изучать классическую и кукольную анимацию. Стоит отметить, что при поступлении в академию есть требование приложить к документам свои графические работы в формате А4, с чем Якуб с легкостью справился, распечатав концепт-арты и скриншоты проекта Asmodeus. В период обучения, начиная примерно с 1999 года, Якуб подрабатывает иллюстратором для чешского компьютерного журнала Computer. В 2001 году Якуб по собственной инициативе знакомится с программой для анимации векторной графики Macromedia Flash. В качестве опыта в этой программе он создает такие небольшие видеоролики, как PsyWrite,
Nuzzle и Robo. Также нельзя не упомянуть самый первый интерактивный проект Якуба, сделанный на Flash. Называется он Pentry. Это небольшая веб-игра, в которой вы можете взаимодействовать с окружением в погребке, кликая на различные банки с вареньями и соленьями. В 2002 году, при переходе на последний курс обучения, студенты получили задание в течение года сделать дипломную работу. Как правило, все рисовали короткометражные анимационные фильмы, но Якуб задумал нечто из ряда вон выходящее. Спустя год неспешной работы из-под пера, а точнее сказать мышки Якуба, вышла интерактивная веб-игра Samorost, сделанная с помощью все того же Macromedia Flash. Саморостом по-чешски называется какой-нибудь корень или кусок дерева, который формой напоминает живое существо, но этим же словом называют человека, которому решительно наплевать на весь окружающий мир. А вот Samorost у Якуба – это небольшая головоломка, в которой вы управляете парнем в пижаме. Сам автор зовет его гномом. Сюжет у игры прост. На маленькую планету главного персонажа летит планета-астероид, а мы должны будем предотвратить столкновение. Игра состоит из решения головоломок в лучших традициях point-and-click adventure. В итоге на сдаче дипломных проектов молодым преподавателям было очень по душе то, что сделал Якуб, за что он получил твердую 4. Балл списали умудренные возрастом профессора, которым, скорее всего, не понравилось, что им пришлось наблюдать за спиной, как молодой студент показывает им на своем ноутбуке какую-то игру. Ведь они-то ожидали, что будут смотреть анимационный фильм в своих мягких стульях. Якуб же по сей день с улыбкой вспоминает этот момент. Стоит рассказать, как создавался этот маленький шедевр. Для создания Samorost Якуб с помощью цифровой камеры сфотографировал различные мхи, травы, корни, а затем обработал их в Adobe Photoshop. Полученные материалы он импортировал во Flash, а там создавалась анимация и код, музыка и звуки. Кстати, музыку для своей дипломной работы он взял от разных исполнителей: The Kinematic Orchestra, Aquaski и Nun, которые ему просто нравились. А вот со звуками ему помог его давний друг Томаш Пив Дворжик, о котором мы говорили ранее. Спустя некоторое время после получения диплома Якуб выкладывает свою работу в интернет, на сайт друзей из музыкального клуба. Необычно качественная на тот момент онлайн-игра разошлась по всей сети в мгновение ока, из-за чего впоследствии из-за перегрузок трафика постоянно падал сам сайт, на котором лежала игра. В Samorost играли миллионы пользователей по всему интернету. С окончанием обучения и с небывалым успехом и признанием Samorost в сети, в 2003 году официально была зарегистрирована студия Amanita Design. Якуб начал заниматься фрилансом, веб-разработками, сайтами, флеш-баннерами, логотипами и так далее. Графический стиль Samorost не оставил равнодушными многих людей, поэтому Якубу начали постоянно поступать предложения сделать нечто подобное на заказ. В итоге в 2004 году появляется Rocketman VC. Это небольшая интерактивная игра-реклама обуви для самой компании Nike. В ней двое ученых конструируют новые кроссовки фирмы Nike, а помогает им в этом баскетболист НБА Винс Картер. Механика игры остается такой же. Клацай здесь, найди листок с записанным кодом там, введи его, запусти Nike в жизнь и с успехом в космос. Следом Quest for the Rest, игра, сделанная для американской группы, исполняющей инди-музыку. В ней вы управляете 3 участниками группы в балахонах. Кстати, о группе. Игра включает их музыку из альбома Together We're Heavy. Ну и к концу года выходит музыкальное видео Plantage для датской пост-рок группы Underbien. Со временем у Якуба зарождается идея сделать продолжение своей нашумевшей игры Samorost. Он подключает старые связи и приглашает работать над игрой в качестве аниматора своего знакомого Владслава Блина, который учился вместе с ним в академии и, к примеру, сделал такой видеоклип, как «На ту свадьбу» для чешской группы Камила Жасмина. В качестве звукорежиссера он позвал своего друга детства Томаша Дворжика, сам же стал отвечать за геймдизайн, фоны и код. Но для завершения создания команды нужно было еще найти музыканта, который бы написал подходящий и соответствующий ожиданиям саундтрек. Якуб отсылает весточку молодому чешскому композитору Томашу Флоекс Дворжику, альбом по кустам которого Якуб с удовольствием слушал и хотел, чтобы похожая музыка звучала и в его игре. И здесь его ожидал интереснейший ответ. Оказалось, самому Томашу очень нравилась игра Samorost, так что он незамедлительно согласился поработать над продолжением.
И да, как вы, наверное, заметили, теперь в стенах студии Amanita Design начали работать два Томаша Дворжика. Один Пив, звукорежиссер, другой Флоекс, композитор. Спустя год кропотливой работы в конце 2005-го выходит Samorost 2, в котором игрока ждали новые приключения гнома. На этот раз с ним приключилась беда, его собаку похитили, поэтому основная задача непременно вернуть ее. Ну и самому вернуться домой живым и здоровым, разумеется. Игра стала длиннее, но не менее атмосферной и такой же интересной. Она получила приз на IGF 2007 как лучшая браузерная игра, а также отметилась в других номинациях. В 2006 году Якуб, имея небольшой заработок от продаж второй части Samorost, начинает планировать разработку своей новой, нашумевшей впоследствии игры про ржавый город роботов, бандитов и любовь. Но выйдет она еще не скоро, впереди 3 года тяжелой работы. Якуб набирает людей для создания своего большого проекта. Для этого ему был нужен высококлассный программист и художник. Они были с легкостью найдены. Дэвид Олс Олива стал отвечать за код в новой игре, а Якуб Пожер начал отрисовывать со скетчей Дворски персонажей и локации игры. К слову, определенного места у студии Amanita Design тогда еще не было. Она была зарегистрирована в городе Брно, где жил Якуб, но абсолютно все сотрудники работали друг от друга удаленно, из разных уголков Чешской Республики. Итак, проект получил имя Machinarium. Но на дворе 2008 год, и игра готова лишь только наполовину. В это время выходит Questioned, короткая образовательная игра, которая разрабатывалась параллельно основному проекту по заказу компании BBC. Якуб решил взять этот небольшой фриланс, чтобы подзаработать, так как Machinarium разрабатывался на чистом энтузиазме и личном бюджете сотрудников, а также с небольших продаж Samorost 2. Questioned — игра для англоговорящих детей школьных лет, которая помогает проверять свои знания в математике, английском языке, естествознании и других предметах. Игрок управляет человечком, кстати, очень похожим на главного героя Samorost, отчего многие считают эту игру неким ответвлением или продолжением, но это не так. Эта игра не имеет никакого отношения к серии Samorost. Так вот, главный герой с помощью воздушного шара пытается забраться как можно выше, чтобы достать шляпу своего друга, сорвавшуюся с его головы порывом ветра. Выполняя задания и правильно отвечая на вопросы, мы двигаемся к заветной цели. Кстати, мало кто об этом знает, но на рубеже 2008-2009 годов Якуб Дворски и чешский художник Зdeněk Daněk работали над анимационным научно-фантастическим фильмом при сотрудничестве с режиссером Дарреном Аронофски. Но, к сожалению, работа была приостановлена, так как у команды появились проблемы с финансированием. Инвесторам банально не понравился этот проект. Но вернемся к основному проекту Amanita Design – Machinarium. В стенах студии небольшая проблема. Якуб замечает, что их ведущий художник занимается своей работой исключительно в целях коммерческой выгоды и не вкладывает в проект всей души, как того хотелось бы Дворски. Сотрудничество с Якубом Пожером было прекращено, и начались поиски нового художника. В марте 2008-го к студии присоединяется Адольф Лахман, лучший художник, по мнению Якуба, которого можно было только найти. Он быстро вклинивается в проект, улучшает наработки Пожера и продолжает воплощать Machinarium в жизнь. Якуб пытался добиться от игры, как он говорил, ощущения тепла в холодном роботизированном мире. Поэтому он настаивал на том, чтобы художник рисовал фоны более непринужденно. Но тот все равно делал их уж очень аккуратными. В конце концов, они нашли выход из ситуации. Адольф обнаружил, что у него гораздо лучше получается делать это левой рукой, хотя сам он и правша. Так что, когда он рисовал все фоны левой рукой, выходило просто отлично. Стиль стал свободнее и не такой аккуратный. Впрочем, как следовало ожидать, Лахман в итоге начал слишком хорошо владеть и левой рукой. Впоследствии к команде разработчиков добавился еще один аниматор. Для игры нужны были специальные разговорные пузырьки мысли, из которых игрок понимал сюжет и разговор персонажей, для чего был найден Яромир Плахи. А где? В Академии искусства архитектуры и дизайна в Праге. Да, на тот момент он был студентом той же академии и той же кафедры, где когда-то учился Якуб Дворски и Вацлав Блин. Спустя 3 года после начала работ выходит самая популярная и успешная игра студии Machinarium, которая кроме как на ПК, теперь есть и на мобильных платформах, и на домашних и портативных консолях. В городе Machinarium, где обитают роботы, бесчинствуют банды черных шляп. Сначала они занимались хулиганством, начиная со стрельбы из рогатки,
заканчивая кражей патефона. Но один из ее членов нападает на мэра и заражает его мозг маленькими паразитами-черношляпошниками. Мэр вызывает робота-мусорщика, чтобы тот засосал бандита. Однако вместо него засасывает самого робота-уборщика, Йозефа, которым мы, кстати, будем управлять. Бандит смывается с подругой Йозефа, и нашей целью будет спасти мэра от паразитов и вернуть нашу заветную подружку. Геймплей почти не отличается от предыдущих игр Amanita Design, однако у нас теперь есть инвентарь, в котором можно собирать различное барахло и использовать его потом. А также у главного героя есть отличительная телескопическая способность. Он может сужаться и вытягиваться до определенных размеров, чтобы дотянуться до нужных ему предметов. За звуковое сопровождение к игре вновь взялся Томаш Флоекс Дворжик, который записал невероятно атмосферный саундтрек, впоследствии вышедший на виниле, тираж которого переиздавали не один раз. По сей день музыка из Machinarium не покидает топы лучших игровых саундтреков последних лет. Игра получила множество наград, включая престижную награду IGF за лучший визуальный дизайн и как лучшая инди-игра года у различных изданий. В следующем 2010 году Якуб участвует в создании фильма «Возвращение Куки» режиссера Яна Сверака. Фильм повествует историю 6-летнего мальчика, чьи родители заставили выбросить свою любимую игрушку – плюшевого медведя по имени Куки. А Куки тем временем отправляется в путешествие, где знакомится с различными лесными существами. Ян Сверак вдохновлялся работой Франтишки Скаллы и хотел, чтобы тот принял участие в создании фильма, но он отказался. Тогда на помощь пришел Якуб Дворский. Он занялся разработкой кукол, а также отвечал за техническое и визуальное исполнение. Позже была выпущена книга «Кукки», написанная самим Яном Свераком и иллюстрированная Якубом Дворским. После успеха Machinarium в 2011 году выходит интерактивное видео «Осада», над которым работал аниматор Вацлав Блин и музыкальный композитор Шимон Орнест. В этой игре вы взаимодействуете с различными музыкантами, животными и другой флорой и фауной, чтобы построить свою композицию и продолжить начатое дело. После того, как Яромир закончил часть своей работы по анимированию мысленных пузырьков для Machinarium, он остался под большим впечатлением от того, как создаются игры, увидев этот процесс изнутри, из-за чего Плахи стал экспериментировать в плане геймдизайна. В результате получилась небольшая игра-платформер Shy Dwarf. В 2010 году Яромир Плахи отдыхал на юге Чехии. Во время прогулки по старому фруктовому саду ему вдруг в голову пришла идея игры про насекомых, которые спасают дерево от страшных паразитов. По приезду домой незамедлительно началась работа под кодовым названием The Garden. Яромир показал свои наработки Якубу на одной из встреч в баре за кружкой пива, на что Дворский ответил, что из этого мог бы получиться отличный проект. Для этой цели был найден еще один способный программист Петр Стеглик, и с небольшими геймдизайнерскими корректировками Якуба Дворски из-под пера Яромира Плахи в мае 2012 года вышла Ботаникула. В этой игре вы управляете сразу 5 персонажами, и ваша цель заключается в спасении последнего семени от черных паукообразных паразитов. Каждый персонаж имеет свои особенности. Игра состоит из различных головоломок и взаимодействия с окружающим миром, как и в других играх Amanita Design. Музыкальное сопровождение, а также все звуки в этом проекте исполнила чешская группа TVA, брат и сестра Ян и Бара Кратахвиловы. Их дружеское сотрудничество с Яромиром зародилось, когда они записывали небольшие музыкальные зарисовки для его анимационных роликов, а он ответил им качественным клипом для композиции «Нуново танго» с их последнего на тот момент альбома. Как они сами говорят, мы его поклонники, а он наш. Игра разрабатывалась 2,5 года. Кстати, это была дипломная работа Яромира, как и Сэмурус в свое время у Якуба. Стоит отметить, что Ботаникула принесла студии Amanita Design уже 3-ю по счету IGF награду, в этот раз за лучшее музыкальное сопровождение. Итак, Ботаникула на данный момент была крайним вышедшим проектом от студии Amanita Design, а сам Якуб и его основная команда уже как 5 лет разрабатывают продолжение игр про маленького гнома Сэмурус 3. На данный момент проект обещают гораздо больше и более амбициозным, чем предыдущие игры серии. Главный герой найдет странную магическую флейту, которая упала с неба, и с ее помощью он сможет построить себе новый космический корабль и исследовать 5 различных планет и 4 луны, решить множество загадок, а также узнать, откуда появилась та самая флейта. Релиз ожидается во второй половине 2015 года. За саундтрек отвечает незаменимый композитор студии Томаш Флоекс Дворжик.
Яромир Плахи тоже не сидит на месте сложа руки. Следом за Samorost 3 он обещает выпустить свою новую игру, которая, по его словам, получилась очень веселой и необычной. О ней известно довольно мало, кроме того, что за музыкой и звуками вновь стоит группа DVA, которая запишет нечто в стиле кантри-хип-хопа. Также есть информация, что Якуб Дворский набрал несколько новых художников и программистов, которые с конца 2012 года разрабатывают некий секретный проект на популярном сейчас движке Unity. Больше о проекте абсолютно ничего не известно. Что из этого получится, мы узнаем еще не скоро. Что ж, а на этом пока все. Чешская студия Amanita Design создала в умах игроков четкое представление о том, как могут выглядеть поразительно стильные, красивые и душевные игры, которые врезаются в память на долгие годы. Мы же будем с нетерпением ждать новых шедевров от Якуба Дворски и его замечательной команды.